В этом выпуске сочувствуют Щербаковой, защищают Плющенко и ругают Федерацию фигурного катания России, реакция на камбэк Трусовой. Иностранцы восхищены четверным лутцем Туктамышевой. А теперь обо всем по порядку. Сочувствуют Щербаковой, защищают Плющенко и ругают Федерацию фигурного катания России, реакция американцев на камбэк Трусовой. 1 мая вместе с Трусовой из Академии Евгения Викторовича улетела и последняя олимпийская надежда Плющенко. Теперь великому реформатору российского фигурного катания ехать в Пекин решительно не с кем. Виноват ли Плющенко в том, что он не смог удержать в своей команде двух самых перспективных фигуристок мира? Скорее нет, чем да. В данном случае адвокатом Плющенко выступает сама жизнь. В свое время Трусову и Косторную не устроили тренерские методы Этери Тутберидзе, после чего они отправились в поисках лучшей жизни в Академию Плющенко. Теперь им не понравились тренерские методы самого Евгения Викторовича, и они снова захотели поменять тренера. Очень сложно угодить тем, кому ничего не нравится. Очевидно, что меняться. Повзрослеть. Пора самим девчонкам. И Плющенко с Тутберидзе тут совершенно ни при чем. В какой-то момент Трусова и Косторная поверили в свою исключительность и потребовали к себе особого отношения. Вначале они захотели больше льда, потом пожелали самостоятельно составлять свои программы, а затем и вовсе начали искать тренера, который добровольно откажется от своей жизни и будет служить им, как джин Аладдину. Но так не бывает, им никто и ничего не должен. Задача тренера – предоставить своим подопечным возможности для профессионального роста, не более того. Тренер – это несчастливая мама 8 котят, которая должна ходить за своими чадами по пятам и зализывать все их проблемы. Это удел родителей, но не тренеров. Плющенко создал для Трусовой и Косторной максимально комфортные условия, претензий к нему нет. Единственное, что не учел Евгений Викторович – возрастной фактор. Плющенко забыл, что имеет дело со школьниками, которых нужно учить не только фигурному катанию, но и жизни. Трансферная сага минувшего спортивного года должна стать хорошим уроком не только для Косторной и Трусовой, но и для нас с вами. В свое время российская общественность вознесла юных фигуристок до небес. По сути, они росли как маленькие принцессы, вокруг которых крутится весь мир. Выдержать такое испытание в юном возрасте – непосильная задача. Глупо ждать от школьников здравомыслия взрослого человека. Они обыкновенные дети, которым нужно ошибаться, набивать шишки и идти дальше. Именно это и происходит сегодня. И дай бог, чтобы тренерскому составу «Хрустального» хватило мудрости и терпения пройти этот путь рядом с девчонками в роли доброго друга, который всегда поможет, поддержит и подскажет. Экспериментальный год закончился. В мир отечественного фигурного катания вернулся довоенный статус-кво. Тутберидзе собрала всех своих птенцов в хрустальном гнезде, а Плющенко снова объявил о грандиозных планах. Страна выдохнула, фух. А что же дальше? А дальше олимпийский сезон и конкуренция внутри команды «Хрустального», которая обещает быть еще более жесткой, чем противостояние Плющенко-Тутберидзе. Реакцию на громкие события в России со стороны зарубежных поклонников фигурного катания, которые устроили жаркую дискуссию о Трусовой. Несправедливо сказать, что Плющенко Трусовой совсем не помог. Качество квадроциклов определенно улучшилось. Четверной лутц лучше, чем год назад, четверной тулуп тоже значительно улучшился. Единственное, чего они не смогли добиться, так это собрать все воедино и чисто откатать на соревнованиях. Верно, но ей все еще нужно много работать над своим артистизмом, а также научиться приземлять прыжки на соревнованиях, а не только на тренировках. Единственная причина ее перехода – это настойчивое требование Федерации фигурного катания России. Если бы она осталась у Плющенко, то пролетела бы мимо Олимпиады. Монополия одного тренера действительно действует на нервы. Плющенко просто поспешил вложить в ее произвольную программу все эти четверные прыжки. Они должны были начать с 2 четверных в произвольной программе и кататься чисто, а затем добавлять по одному. Большая ошибка – отдавать предпочтение количеству,
а не качеству. Помните, что одна из причин, по которой Саша ушла от Этери к Плющенко, заключалась в том, что она хотела прыгать 5 четверных в произвольной программе. Я помню, как в одном интервью слышал, как Плющенко сказал, что 2-3 четверных достаточно, но Саша очень упрямая. У меня такое чувство, что Саша будет делать все, что сама захочет, чтобы не сказал тренер. Посмотрим, что команда Тутберидзе сможет предложить ей в этом сезоне. Наверное, она вернулась, наблюдая за улучшением формы Косторной. Непонятно, зачем она поменяла тренера. Чемпионат мира показал, что судьи ставят ее на пьедестал, независимо от того, насколько ужасно она катается. Речь идет о Федерации конькобежного спорта России, она хочет поехать на Олимпиаду, поэтому делает то, что должна. Жалко Щербакову. Она осталась верна своему тренеру, но, вероятно, не поедет на Олимпиаду из-за слабой техники прыжков. А шансы Трусовой теперь выросли, так как она получит бонус Этери в следующем сезоне. Я расстроенный. С Плющенко она действительно улучшилась. Сложно смотреть, как машина Российской Федерации разбивает одного спортсмена за другим. К счастью, на этот раз никаких публичных унижений. Самое мудрое решение, с нетерпением жду отличной хореографии и стабильных прыжков. Отличные новости! Наконец-то этот цирк Плющенко закончился. Думаю, с Плющенко Саша улучшила свои прыжки, но зато на соревнованиях уверенности не было. В этом сезоне Саше нужен грамотный тренинг и хорошая программа, чтобы она могла показать максимум. Я не верю, что Тутберидзе поможет ей улучшить технику или хореографию, но я верю, что она оточит программы, добавит уверенности и не допустит 5 четверных, пока Саша не будет катать их чисто. Подытоживая, хочется выразить надежду, что последние события вокруг Косторной и Трусовой помогут девушкам разобраться в себе. Перестать пенять на неправильных тренеров и жесткий лед, а также понять, что их единственный союзник – их собственная работоспособность и ответственность. Это те самые союзники, которые в минувшем сезоне привели к новым победам Туктамышеву и Щербакову. Иностранцы восхищены четверным лутсем Туктамышевой. Императрица вошла в олимпийский чат. Не так давно в сети появились видео, сделанные на тренировке группы Алексея Мишина. В объективы видеокамер попал четверной лутс Елизаветы Туктамышевой, который она приземлила на удочке. Иностранные поклонники фигурного катания на англоязычном форуме Reddit обсудили этот элемент в исполнении россиянки. Многие из них очень сильно хотят видеть Туктамышеву на Олимпийских играх в Пекине. Императрица вошла в олимпийский чат. Честно говоря, Лиза та русская леди, за которую я больше всего болею. Я хочу, чтобы она была в олимпийской команде точно так же, как я хочу, чтобы Челси Мемель была в американской команде по гимнастике. Пришло время, когда возраст перестает быть фактором для этих великих спортсменок. Я понимаю, что шансов почти нет, но я хотел бы увидеть Лизу на Олимпийских играх. Не ради медалей, а просто для опыта. Иначе будет обидно, что такая фигуристка, как Лиза, никогда не была на Олимпийских играх. В любом случае, я рада, что она все еще хочет продолжать соревноваться и прогрессировать. Вперед, императрица! Какая гибкость! Обожаю Лизу! Я действительно болею за нее. Надеюсь, у нее получится приземлить четверной лутс. Но в этом сезоне будет сложно соревноваться с шестеркой Этери. Я думаю, Лиза справится с четверным лутсем. Но скорее всего он не будет стабильным и надежным, что вместе с ее низкими оценками за компоненты помешает ей получить место в олимпийской сборной. К счастью, мы увидим этот элемент на соревнованиях в следующем сезоне. Это так потрясающе!